Сегодня я расскажу о необычном растении, которое поможет раскрасить и оживить любой сад. Этот декоративный кустарник отличается от многих своей необычной ярко-фиолетовой окраской плодов и красивой листвой. Называется красивоплодник или каликарпа. Это растение трудно назвать сложным в уходе, к тому же оно редко поражается болезнями и вредителями. Красивоплодник привнесет в сад яркие краски и станет его украшением практически на весь теплый сезон и даже зимой. Цветет каликарпа не столь ярко, как другие декоративно цветущие культуры. Зато после, на его изящных длинных ветках, завязывается множество причудливых круглых ягодок, похожих на блестящие фиолетовые бусинки. В период плодоношения побеги кустарника словно увешаны ожерельем, причем практически по всей своей длине. Такие растения выглядят очень эффектно. Красивоплодник идеально подходит для создания яркой живой изгороди. Его кусты также красиво смотрятся в компании с другими декоративно-лиственными растениями, особенно желтой и красной листвой. Каликарпа создаст на участке красочный фон, а также прикроет неприглядный вид заборов и старых построек. Красивоплодник можно посадить отдельно, например, по центру клумбы или садовой композиции в качестве солитера. Яркие кусты каликарпы с множеством фиолетовых ягод выглядят настолько необычно, что порой они кажутся искусственно созданными. Хотя надо признать, что красивоплодник выглядит по-своему декоративно, даже без плодов. В весенне-летний период его густая зеленая крона красиво выделяется формой изящных ветвей и оттеняет своей листвой другие культуры. Они эффектно смотрятся с рядом посаженными рододендронами и азалиями, гортензиями, восточным кленом, хвойными, декоративными травами и злаками. С приходом осени кусты облекаются в яркий оранжево-золотистый наряд, который выглядит потрясающе, особенно в сочетании с фиолетовыми бусинами, увешанными по всей длине изогнутых ветвей. Что удивительно, но ягоды красивоплодника украшают кусты даже зимой, а иногда они остаются висеть вплоть до марта. Каликарпу можно смело причислить к культурам, декоративным даже в холодный период. Кстати, на моем канале есть видео про подобные растения, которые украсят сад даже зимой. Посмотреть его вы сможете, перейдя по ссылке, которую я оставлю в описании под этим роликом. Также я хочу попросить зрителей поделиться своим мнением и опытом выращивания каликарпы. Большое спасибо всем за ваши добрые советы, лайки и комментарии. И не забудьте подписываться на наш канал, чтобы не пропускать выпуск новых роликов. За столь необычный и яркий вид красивоплодником в последнее время стало интересоваться все больше садоводов-любителей и профессиональных озеленителей. Наиболее востребованный сорт с крупными фиолетово-пурпурными ягодками и бронзовым окрасом молодой листвы – это Profusion. Данный сорт был награжден Королевским садоводческим обществом особой наградой за заслуги в саду. Интересные также сорта с яркими плодами Джиральди, Imperial Pearl и белоплодная каликарпа Magical Snow Star. Среди многочисленных декоративных видов в садах чаще других можно встретить красивоплодник бодиньера, каликарпу японскую и каликарпу раздвоенную. У последней есть даже красивые варигатные сорта с пестрой окраской листвы. Листья японского вида к осени становятся оранжевыми с фиолетовыми вкраплениями, а у каликарпы красноватой они с розовыми оттенками. В основном эти кустарники не превышают 1,5–3 метра в высоту. Есть и более компактные низкорослые сорта, хотя с возрастом крона каликарпы может стать достаточно объемной, что стоит учитывать при выборе места посадки. Однако ее размеры всегда можно корректировать обрезкой. Многие садоводы побаиваются высаживать на своих участках кустарники с похожими яркими плодами, ведь большинство этих культур ядовитые. Однако это не относится к кустам каликарпы. Ее плоды сложно назвать вкусными, так как в сыром виде у них терпкий, горьковатый вкус. Но некоторые ее виды даже используют для приготовления вин, джемов и соусов. В интернете, например, можно найти старинный рецепт приготовления флоридского джема из плодов красивоплодника американского. Интересно, что англичане каликарпу называют beauty berry, что переводится как красивые ягодки.
а французы его именуют конфетным кустом. Из многочисленных плюсов стоит отметить, что сок листвы каликарпы способен своим запахом отпугивать комаров и других вредных насекомых. Примерно в июне-июле ветви кустарника покрываются ароматными соцветиями из лилово-розовых или желтоватых цветков. Они также являются украшением растения, хотя всю свою красоту каликарпа показывает созреванием ярких ягодок, которые отблескивают в лучах солнца, словно драгоценный розово-фиолетовый жемчуг. Красивоплодник – это одно из самых эффектных растений в осеннем и зимнем саду. Вот только чтобы получить множество ярких плодов, необходимо рядом высаживать несколько саженцев. Каликарпа – это кустарник с перекрестным опылением. Имейте в виду, что одиночное растение в саду своим богатством красочных плодов вас, скорее всего, не порадует. Саженцы лучше всего высаживать на хорошо освещенных участках, защищенных от холодных ветров. Посадочная яма должна состоять из слоя дренажа и питательного грунта с нейтральной или слабокислой реакцией. После посадки кусты необходимо замульчировать. Для этого идеально подойдет перепревший компост. Имейте в виду, что для хорошего плодоношения почва под кустами не должна надолго пересыхать. Данное растение можно размножить летним черенкованием и посевом семян. Иногда опавшие плоды каликарпы дают свой самосев. Отдельно хочу сказать про зимостойкость этой культуры. Среди ее многочисленных представителей есть даже вечнозеленые виды, которые в садах средней полосы не зимуют. Для холодных регионов подойдет более выносливый вид красивоплодник бодиньера и его эффектный сорт Profusion. Эти растения выдерживают морозы до минус 20-25 градусов, хотя в малоснежные зимы их ветви могут обмерзать. Однако весной кусты неплохо восстанавливаются, отращивая молодые побеги. Но в садах с холодными зимами в первые годы саженцы необходимо укрывать, а землю под ними мульчировать высоким слоем листвы или компостом. Благодаря таким высокодекоративным культурам, как каликарпа, можно создать невероятно живописные и яркие пятна в саду, которые украсят вашу территорию на весь сезон и даже зимой. Это растение – настоящая находка для многих садоводов. Кстати, красивоплодник еще выращивают как бонсай, а из его ветвей составляют эффектные букеты и композиции для декорирования придомовых зон и помещений. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, и до новых встреч на нашем канале.